Уолтерса часто называют дедушка фэн шуй, потому что он был одним из первых в Европе людей, который написал книгу о фэн шуй и вообще заинтересовался этим в 70-х годах прошлого века. Доброе утро. That's all the Russian you'll hear from me today. То есть это весь русский, который вы услышите от меня сегодня. But I would like to start with a very strange greeting to you. И с чего я хотел бы начать, с очень странного приветствия по отношению к вам. I'd like to say Happy Easter. Я хотел бы сказать счастливой Пасхи. Because this is a rather special day. It's the first time that the Orthodox and the Christian Easters have been on the same day. Потому что это довольно странно, что и православная, и католическая Пасхи отмечаются в один день. Это впервые такое. So I think that's a very happy sign, even if you're not Christian. It's a sign that. Я думаю, это очень такой благоприятный знак. Христиане вы или не христиане, все равно. Now, I was asked to come to this conference about scientific feng shui. Меня пригласили на эту конференцию рассказать о научном фэн-шуй. And I was very happy about this because last month I was in Hong Kong. И я был очень счастлив этому, потому что в прошлом месяце я был в Гонконге. Where two friends of mine, Dr. Mack and Dr. So, from Hong Kong University, где двое моих друзей, доктор Мак и доктор Сол из университета Гонконга, had just completed a book on scientific feng shui. Только что закончили написание книги о научном фэн-шуй. And so therefore I was asked to write a preface for this book. И поэтому меня попросили написать предисловие к этой книге. And in order to do that, I had to read through the book. Ну и, конечно, чтобы сделать это, мне пришлось и книжку прочитать. So much of what I'm saying to you today, I've actually pinched from somebody else's book. И поэтому большая часть того, о чем я вам сегодня расскажу, была взята именно из этой книжки. То есть это не мое, а вот я все из книжки взял. Maybe there are one or two little things I will put in it of my own. Ну, может быть, пару мелочей я добавил от себя. Now, many people ask three questions. И многие люди задают три вопроса. What is feng shui? Что такое фэн-шуй? Does it work? Работает ли это? And where shall I put my goldfish? И куда мне поместить мою золотую рыбку? So the last of these three questions is the easiest one to answer. Последний из этих трех вопросов самый простой, чтобы дать на него ответ. You put it in some water. Поместите ее в воду. As for what is feng shui? А что касается того, что же такое фэн-шуй? If you ask 100 people what feng shui is, если спросить сотню людей о том, что такое фэн-шуй, you'll get 200 answers. Вы получите 200 ответов. So we come to the next thing about feng shui. Does it work? Так что мы переходим к следующему вопросу по поводу фэн-шуй. Работает ли фэн-шуй? Well, I'm not going to say does it work. Я не собираюсь говорить, что он работает. I'm going to try and answer the question why it works when it does. Постараюсь ответить на вопрос, почему он работает, когда работает. Now you notice my desk here is empty. Вы, наверное, обратили внимание, что мой стол пустой абсолютно? Because in the rush to get here, I've left my papers at home. Потому что, когда я сюда очень торопился, я оставил все бумаги дома. But I think I can remember some of the main things to talk about. Sorry? I can remember some of the things. Но я кое-что помню из того, что я собирался сказать. I have my assistant on the blackboard here. У меня здесь есть вот подсказки на экране. Now, in order to say what is feng shui, we have to look at the number of tools which are used by feng shui people. Чтобы сказать, что такое фэн-шуй, нам нужно рассмотреть инструменты, которые используют фэн-шуисты. First of all, yin and yang. Ну, во-первых, это инь-ян. And then the 5 elements. Ну, во-вторых, это 5 элементов. Then landscape shapes. Следующие формы ландшафта. The 8 trigrams. 8 триграмм. And from the 8 trigrams we get the bachai or the 8 house plans. От 8 триграмм у нас есть техника баджай и все планы. And these are related to the 9 numbers of the лошу. Это связано с 9 числами лошу. That's not all. Но это не все. There's the mysteries of the Chinese calendar. Там существует мистика китайского календаря. The stems and the branches. Стволы и ветви.
the lunar and solar months, Лунные и солнечные месяцы, the 24 seasons, 24 сезона, lucky days. благоприятные дни. Is that all? Это все, что ли? Favorable directions. Благоприятные направления. The Lopan, Лопань, 28 lunar mansions, 28 лунных стоянок, charms and talismans. талисманы, charms, sorry, what is charms? Talisman. Yeah. Талисманы и разные And we can go on and on. вещи. И мы можем дальше продолжать и продолжать. So now you can see why I can't answer the question, what is feng shui? Поэтому вы теперь можете видеть, почему же я не могу ответить на вопрос, что такое фэн-шуй. We better start at the beginning. Мы лучше начнем сначала. And I think the Tai is a good place to start. Я думаю, тай-и это хорошее место для начала. Now, Western trained scientists will not disagree if you say that the Tai is like the Big Bang. Западные ученые не будут не согласны, если сказать, что тай-и это как большой взрыв. So we have the Big Bang. What did the Big Bang make? У нас был большой взрыв, и что же случилось? Что он создал? From the Tai we get yin and yang, I Из hope. Yeah. таи у нас получается инь-ян. So if that's the Tai, we have yin and yang. Если вот это тай-и, то из него появился инь и ян. If we have yin Если у and нас we есть have инь, yang, у нас есть и ян. we must have something that separates them, something that makes the difference between these two things. И у нас должно быть что-то, что различает эти две вещи. And old Chinese scientists would say this is qi. И все китайцы скажут, что это ци. Now, our friend Dr. Kubney has written a book the size of a New York telephone directory. И наш друг, доктор Кубни, написал книгу размером с телефонную книгу, телефонный справочник Нью-Йорка, Explaining what qi is. в которой объясняется, что же такое ци. And some people say you can't explain what qi is. Некоторые люди говорят, что невозможно объяснить, что такое ци. And let's look at these two things here. Ну давайте вот сюда посмотрим. What's happened to our qi? Что у нас происходит с ци? From the qi we get the trigrams. Из ци у нас появляются триграммы. Every Western scientist would say that for everything that there is something which it isn't. Любая европейская наука, западная наука говорит, что на любую вещь, которая существует, приходится другая вещь, которая не существует. So thousands of years ago, the Chinese had invented this system of yin and yang. Поэтому 1000 лет назад, когда китайцы изобрели систему инь-ян, But it was only in the 20th century that people found a proper use for it, a practical use for this. но только в 20 веке люди обнаружили нашли, как ее правильно использовать. In this little diagram, on the left-hand side, you can see the Tai generating the yin and yang and the 8 trigrams. На левой диаграмме мы видим, как тай-и создает инь-ян и 8 триграмм. On the right-hand side, you can see precisely the same thing explained in binary numbers. А с правой стороны то же самое объясняется с помощью бинарной математики. And the binary numbers give us our circuit diagrams. Бинарные числа дают нам вот такие диаграммы. And everything we have today in the 20th century, whether it's mobile phones or televisions, music, it's all really based on the 8 trigrams originally. И все, что есть у нас сейчас изобретенное в 20 веке, будь там мобильные телефоны, компьютеры или телевизоры, все фактически основывается вот на этих триграммах и бинарной системе. So does feng shui work? То есть работает ли фэн-шуй? Mobile phone, there is the practical example of the feng shui being put into everyday practice. То есть мобильный телефон является практическим примером того, как вот этот фэн-шуй, значит, применяется на практике. So in the case of you have magnets like this, you can see the qi going from the north pole of the magnet to the south pole. Если у нас есть магниты, то мы можем видеть ци, как она движется с южного на северный полюс. So this is visible qi. То есть это такая видимая ци. But there's other kinds of qi as well. Но есть и другая ци. Where is the qi there? Где здесь ци?
You know, everybody says, oh, yes, there is, yes, there is. They feel the chi, but where is it? Can you see it? Все говорят, что ну вот есть что-то такое, вот какие-то ощущения, но они чувствуют ци, ну а где она, видимо это? I don't know whether Dr. Kupni's book mentions this kind of chi, but maybe we have all experienced it, I think. Но я не знаю, уж доктор Кубни упоминал в своей книге про этот вид ци, но я думаю, что все мы ее испытывали. Let's move on to our next stop here. The 5 elements. Давайте перейдем к следующему пункту, это 5 элементов. Now this is one of my pet subjects. Это одно из моих таких тем, которые я часто объясняю. At the same time that the Chinese were developing their theory of the 5 elements, in the Western world, the Greeks were developing this system of the 4 elements. В то время, когда китайцы развивали эту систему 5 элементов, греки в другой части света развивали систему 4 элементов. Was it a coincidence? Это было что, случайно? Or did the Chinese get their idea from the Greeks? Или китайцы набрались этих идей у греков? No, they did not. Нет, они это не делали. The Greeks got their ideas from the Chinese. Греки получили свои идеи от китайцев. Because the Greek elements, the 4 of them, Потому что греческие элементы, их 4 всего, they don't refer to anything tangible. они не относятся к чему-либо тактильному, что можно потрогать. The Chinese 5 elements were based on something quite visible, the 5 planets. Китайские 5 элементов были основаны на чем-то совершенно видимом и очевидном, это 5 планет. And so the 5 planets were called the water star, the fire star, and so on. И эти 5 планет назывались звезда воды, звезда огня и так далее. And the qualities of the 5 elements originally were based on the qualities of the visible qualities of those 5 planets. И качества этих 5 элементов основывались на видимых качествах этих 5 планет. The star Venus was called the Great White Star. Звезда Венера называлась Великой Белой звездой. As well as being called the Metal Star. То есть и также металлической звездой она называлась. So the original names of the planets. Изначальные названия планет. Wood Star, Fire Star, and so on. Деревянная звезда, огненная звезда и так далее. There's Jupiter, Mars. Это Юпитер, Марс, Saturn, Сатурн, Venus, Венера, Меркурий. and Mercury. And the colors of the 5 elements were taken from the apparent colors of those 5 planets. И цвета 5 элементов появились от цвета этих планет. Venus was the Great White. Венера великая белая. And why was Mercury called black? А почему же Меркурий назвали черным? Because Mercury is so close to the sun. Потому что Меркурий настолько близок к Солнцу. It's really very rare to be able to see the planet Mercury. Планету Меркурий поэтому очень редко можно увидеть. The scientist Copernicus never saw the planet Mercury in his life. Некоторые ученые, например, Коперник, он никогда не видел Меркурий. But when Mercury passes in front of the sun, Но когда Меркурий проходит перед Солнцем, then it's visible as a black dot. тогда он виден как черная точка. Now, I have actually seen the planet Mercury in two occasions. Я на самом деле видел Меркурий два раза. Once was when it passed in front of the sun as a black spot. Один раз, когда он проходил перед Солнцем как черная точка. And the other one was a few years ago in the Altai Mountains when there was a solar eclipse. The sun was blacked out, and then you could see the planet Mercury. И второй раз несколько лет назад на Алтае, когда было солнечное затмение, то Солнце было закрыто Луной, и там тоже можно было заметить Меркурий. So when we talk about the 5 elements, И когда мы говорим о 5 элементах, there is a scientific and rational explanation why the 5 elements, why they are 5, and why they have those special attributes. They are taken from the planets. то существует рациональное и научное объяснение, почему, собственно, 5 элементов существуют, и почему они имеют такие цвета. Просто потому, что эти элементы появились от 5 планет. Those are the shapes as well. И вот эта форма. We're all familiar with those. The next topic, which you remember in that long list of about 17 different feng shui tools.
Следующая тема из длинного списка тех примерно 17 инструментов фэн шуй, которые я перечислил. Is about landscape form and shape. Это формы ландшафта. Now, this was originally based on observation. И на самом деле это все основывалось на наблюдениях. When the feng shui master says, "Oh, you mustn't build your house on a dragon line," Когда мастера фэн шуй говорят, must not, yeah? Must not. Нельзя строить дом на линии дракона. what were dragon lines? Что же такое линия дракона? Dragon lines were paths where water or stones would fall down from the mountain. Линия дракона — это место, по которому вода или камни скатываются с горы. And it was therefore extremely dangerous if you built your house on a dragon line. То есть, естественно, это чрезвычайно опасно построить дом на линии дракона. This idea of having the tortoise, the tiger and the dragon in the landscape is very practical. Вот эта идея черепахи, тигра и дракона в ландшафте, она очень практичная. It's sometimes likened to an armchair. Иногда это похоже выглядит как кресло. But this is also psychological. You have support behind you, and you have support on either side, and you can see what's in front. Но это также имеет и хороший психологический эффект. У нас есть защита сзади, защита перед вами, защита с каждой стороны и некое открытое пространство перед вами. We're slow with our animals here. Там животные у нас Right, что-то okay. появились. Come on, Mr. Animal. Right. Давайте, животные. What I want now you to look at this picture here, Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эту картинку. because it is from this observation of these three mountains and the river flowing round the corner that many of our feng shui practical sayings have been based upon. Потому что, основываясь на наблюдении вот этих, за этими формами гор и реки, вытекающие из-за угла, появилось множество практических рекомендаций фэн шуй, которые мы используем. If we have a river going round a corner, Если у нас есть река, вот таким образом, омывающая некий угол, it will wear away the side where the cross is. она будет подмывать вот ту сторону, где находится, где крест, It will add to the side where the tick is. но зато грунт будет наноситься на ту сторону, вот на правую сторону, где галочка. From this very simple fact, we have the rule about the secret arrows. И с этого простого факта возникло правило вот о разных тайных стрелах. If you have an arrow pointing at a building, they say this is not very successful. Если у нас есть какая-то стрела, направленная на здание, считается, что это неблагоприятно, But this is неуспешно. based on scientific, on everyday observation. What happens here? Но основывается на таком научном наблюдении, каждодневном наблюдении того, что же происходит с этим. And so one side becomes less, Таким образом, одной стороны становится меньше, and the other side becomes greater. а другой больше. Look, here's an example. A road which is directly opposite to the house. Здесь вот пример дороги, направленной непосредственно на дом. Well, what is the explanation for that? Какое же объяснение у этого? It's not that a car has gone into that house, Это не машина врезалась в этот дом, because the roof has fallen off. потому что крыша упала. Very simple to explain it in feng shui terms. И это очень просто объяснить с точки зрения, то есть в терминологии фэн шуй. How do you explain it in rational terms? А как же объяснить это в рациональной терминологии? It can't be explained in rational terms. A feng shui explanation, very simple, one which is based on scientific observation. То есть, so easy. Yeah, you can't explain this in rational terms, but you can explain it in feng shui terms, and that itself is based on rational То observation. есть это невозможно объяснить в таких рациональных терминологиях, но можно объяснить в фэншуйской терминологии, которая сама по себе основана на рациональных наблюдениях. Now we come to a very complex situation. Сейчас мы подходим к очень такой сложной ситуации. And again, this is something which is based originally on observation
And I am not going to offer any scientific explanation for this. This is an entirely different subject. И, опять же, это основывается на серьезных наблюдениях за тем, что происходит, но я не смогу вам дать какое-то, не собираюсь давать вам научное объяснение того, почему это произошло, потому что это совершенно другая тема. And it is a concept quite alien to Western science. Эта концепция очень чужда западной науке. And the three subjects are all connected together. Есть три темы, все три связаны вместе. The 8 trigrams, the low shoe numbers, and the bat chai are all part and parcel of one big subject. 8 триграмм, числа лошу и бачай. And the bat chai. И баджай, то есть целая тема, построенная вокруг этого. So I'm not going to offer any scientific explanation of this. Я вам не предоставлю никакого научного объяснения этого. I can only say that in my experience, Я могу только сказать, что согласно моему опыту, it works. это работает. And one of the most obvious ways in which this does work, И один из очень таких очевидных способов, каким это работает, that if you make a study by comparing the trigram of the entrance, если, например, вы проведете такое изучение, сравнивая триграммы на входе, with the other trigrams, the compass point trigrams of the house itself, с другими триграммами, расположенными по направлениям сторон света на самом доме. in every case I have seen where the house has a balcony, В каждом случае, который я рассматривал, там, где у дома есть балкон, that balcony will be in the area which is known as Hohai, the accidents area. этот балкон оказывался в области, которая называется Хохай, то есть область аварий. I'll just tell you a little story here. Я вам расскажу небольшую историю. I once had a client, a lady who had an offer of a better flat. And she wanted to know, should she move into this other flat? Шихеде лава. Pardon? Шихеде. A flat. She had the offer to move into another flat. Одна женщина, у нее было предложение переехать в другую квартиру, и у нее возник вопрос, стоит ли ей переезжать в эту другую квартиру. But sometimes people don't want to move. Иногда люди не хотят, честно говоря, переезжать. They're stuck with their old place Они привязаны к своему старому месту and can't get away. и не могут от этого отказаться. And I knew that for her it would be a good idea to move. А я знал, что для нее это было бы хорошей идеей переехать. And so we went to see the new flat. Мы пошли с ней, посмотрели эту новую квартиру. Everything about it was far superior to the flat that she was in. Superior. Yeah, and much better than the И one she was already все, in. что было в этой новой квартире, было намного лучше для нее, чем в старой. So I said, this is wonderful, you should move. Я сказал ей, да, это замечательно, тебе нужно переезжать. And she was looking for an excuse not to go. А она нашла другую причину, другое оправдание, почему ей не нужно переезжать. So we said, this room is good, this room is good, this room is good. Так что мы сказали, вот эта комната хорошая, это хорошая, это хорошая. I said, the only thing that is bad Я сказал, единственное, что здесь плохо, is this little bedroom here здесь маленькая спаленка вот здесь, with the balcony, с балкончиком, and that was in the accidents area. и она находится в области этих, значит, аварий. Oh, she said, I won't go. Она сказала, нет, тогда я не переезжаю. This was her excuse. Это было ее оправданием. I said, but madam, Я спросил, а в чем причина-то? Что your случилось? balcony is on the ground floor. У тебя балкон на первом этаже. So, but she still didn't move. Но она все равно не переехала. But anyway, this was from my experience, and it's not something can be explained in Western scientific terms, only through observation. И это мой опыт, это то, чего нельзя объяснить в терминологии западной науки. Это можно только наблюдать. Just to remind you, you've got the 8 trigrams. Чтобы напомнить вам, вот это 8 триграмм. In this system of the 8 trigrams, you compare the trigram of the door
with the trigrams of the rest of the building. И в системе триграмм мы сравниваем триграмму, расположенную на двери, с другими триграммами по всем остальным углам здания. I said, in this case, there is no rational explanation. Как я сказал, в этом случае нет рационального объяснения. Only from my experience. Только мой опыт. So we moved. There's our tortoise. Это вот наша черепаха. Some years ago, I was in Loyang, where it was said the sacred tortoise was found. Несколько лет назад я был в Лоянге, где, как рассказывается по легенде, вот эту священную черепаху нашли, поймали. It's my little picture there, and the trigrams, as we see. И триграммы, как мы уже видели. The trigrams give way to the house plans. Триграммы позволяют нам построить планировку дома. Typical plan of a Chinese house. Типичный план китайского дома. No windows on the outside. Нет окон снаружи. All the windows are in the center. Все окна в центре. Which would be open to the sky. А центр сам, у него нет крыши, то есть это там дворик находится. And this is the reason why when you do a plan of the 8 trigrams, the center is blank. И по этой причине, когда вы делаете план, основываясь на 8 триграммах, центр всегда оказывается пустым. And this is why in the low shu, the number 5 belongs to the middle. И поэтому в лашу пятерка находится в центре. In Chinese, wu meaning 5 also means without, so it doesn't have a trigram. Китайское слово у такое же, как слово five, звучащее так же, как и пятерка, оно означает без чего-то, то есть означает пустоту. This is showing the trigrams that disappeared. Right, now then we come to this Chinese calendar. Теперь мы подходим к китайскому календарю. What a complex thing the Chinese calendar is. Это такая очень сложная вещь, китайский календарь. How many calendars do the Chinese have? Сколько же календарей у китайцев? Well, they have the Western calendar. У них есть западный календарь. They have the lunar calendar. Лунный календарь. They have the stems and branches. Есть стволы и ветви. They also apply the 28 lunar mansions. Они также используют 28 лунных стоянок. How many calendars do we have? А сколько календарей у нас? We have 2 calendars, don't we? У нас 2 календаря, не правда ли? On what day of the week is Christmas Day? Когда у нас Рождество? Какой день? It's different every year. Sorry? It is different every year. Это каждый год в разный день, не так ли? Because we have another calendar called Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah, the days of the week. Потому что у нас есть и другой календарь, который основан на днях недели, да, то есть календарь недели. When we talk about today, which is Easter Day, когда мы говорим сегодня, например, о Пасхе, that's on a different day every year. Каждый год этот день приходится на разный день. Why? Почему? Because it's a lunar calendar. Потому что это лунный календарь. So it's no use criticizing the Chinese calendar for being complicated, because we do the same thing. Не нужно поэтому критиковать китайцев, что у них такой сложный календарь. Мы то же самое делаем. We have a solar calendar for Christmas. У нас есть солнечный календарь, по которому мы Рождество отмечаем. We have a lunar calendar for Easter. По лунному календарю мы отмечаем Пасху. So what is the purpose of a calendar? И в чем же цель календаря? It's for shopping. Чтобы по магазинам ходить. Yeah, because it's no point in going to the shops if they're closed. Потому что нет смысла идти в магазин, если он закрыт. It's no point in going to a conference if when we get there everybody's gone home. И нет смысла идти на конференцию, когда все уже разошлись по домам. And so in the ancient times, they needed a calendar to say, we will all meet together on the third moon, or whatever day they were going to. Таким образом, в древние времена им требовался календарь для того, чтобы решить. Мы все встретимся в, допустим, там, третью луну, третье полнолуние. But the number of moons in the year isn't always 12. Но количество новолуний или полнолуний в месяце не всегда 12. And so the scientists of the time had to devise a calendar. Поэтому наука о времени должна была разделить время согласно календарю какому-то.
And the calendar was made by observation of the sun and the moon and the stars. И календарь появился на основе наблюдений за Солнцем, Луной и звездами. So, for example, the first day of every Chinese month. Например, первый день китайского календаря Red Bottom. Right. The first day of every Chinese month Первый день каждого китайского месяца is always a new moon. Это всегда новолуние. But you can't see the new moon. Но вы же не видите новолуние, новую луну. So how can you say that it's a new moon? Как же сказать, что это новолуние? You have to count backwards from the full moon. Нам нужно отсчитывать назад дни от полнолуния. So the full moon will always be in the middle. То есть полнолуние, поэтому должно быть где-то здесь в центре. And in order to know where the full moon, so this is just to tell you about Chinese calendars, don't worry about that. И чтобы рассказать нам о полнолунии, на это не обращайте внимания, это просто кое-что по поводу китайского календаря. In the olden days, it used to have the year of the emperor. В древние времена здесь year. Подписывался год правления того или иного императора. Здесь написано время правления, там. And this is the stem and branch of the year. А здесь ствол и ветвь года. And then it will give the Western year as well. Здесь также западный год писался. And that's the Western year. And then 1983 западный год. Right at the bottom, right И в самом низу, at the very, very tiny bottom, маленькими там буквами. Also called the year of some animal that the peasants call it, but we don't call it that. Это так вот так скромненько подписано там, также называемый именем какого-то животного. Но это вот так, в общем, скромно, потому что типа это вот крестьяне так называют, мы так не называем. Now, of course, пренебрежительно. They put the name of the animal at the top. В наши дни имя животного ставится сверху. But in those days, that was only for common people. Но в те времена это было для простолюдинов. Anyway, back to our calendar. Мы вернемся к календарю. How do we know if we need to have 13 months in the year? А как же мы узнаем, что нам нужно 13 месяцев в году? Well, in Taiwan, they used to watch for flying fish. На Тайване они обычно наблюдали за летучими рыбами. And so they would go along on the second moon after the shortest day. И они выходили во вторую луну после самого короткого дня. And if they didn't see the flying fish, если они не видели летучих рыб, they say, "Oh, we need an extra moon. This is going to be 13 moons." Они думали, значит, нам нужно дополнительную луну вставить, то есть это был 13 месяц. And then, of course, they had the astronomers who do this more accurately. Но позже астрономы, которые справлялись с этой задачей более точно. And this was done by observing eclipses of the sun. И они сделали это, наблюдая за затмениями Солнца. Because eclipses of the sun could only happen when it was a new moon. Потому что затмения Солнца случались только тогда, когда могут случиться только тогда, когда есть новолуние. So if your eclipse didn't happen on the first day of the month, и если новолуние не случалось в первый день месяца, your calendar was wrong. Извините, если затмение не случалось в первый день месяца, тогда считалось, что календарь неправильный. The calendar was wrong, and they would have to correct it. Тогда календарь был неправильный, и нужно было его исправить. What's happening here? Anything? Что у нас здесь? Ah, yes. So they would observe the eclipse, and from that, they knew when it was going to be the new moon. То есть они наблюдали сюда за затмением и новолуние. Right. And so the importance of the calendar was to see where the sun was in the sky. Таким образом, важность календаря было увидеть, где Солнце находится в небе. When you couldn't see the sun. В то время, когда Солнце не видно. If you had a full moon, если у нас полнолуние, the full moon was always opposite to the sun. Полнолуние случается всегда тогда, когда Луна находится напротив Солнца. And if you knew that the full moon was on a certain day, and the sun would be in the opposite part of the sky. Если вы знаете, что Луна в какой-то день находится
в одном месте, то вы предполагаете, где находится Солнце. And so if you В какой couldn't части неба. see the stars Таким образом, когда мы видим звезды, when the sun was there, когда Солнце находится в you каком-то could месте, use an instrument such as this one to tell you which part of the sky the sun was in. тогда мы можем использовать вот такого рода инструмент для определения местоположения Солнца. And so we see that our complicated Chinese calendar was there for an important reason. And this ancient instrument that they had for calculating the eclipses is preserved today in what we now call the Lopan. И таким образом мы видим развитие этого китайского календаря. И это древний инструмент, который мы только что видели, который использовался изначально для определения затмений. Фактически его следы этого инструмента сохранились в том, что называется сегодня китайским компасом Лапань. Now this brings us to another factor of feng shui, which is the importance of certain directions. И это приводит нас к следующему фактору фэн-шуй, к определению важности направлений. And I've now shown you that the purpose of our Lopan was originally based on a very important scientific tool. И мы видим, что цель Лапаня основана на очень важной научной tool, на очень важном научном инструменте. Now there are other aspects of feng shui which 150 years ago would be regarded as superstition. Но также есть и другие аспекты фэн-шуй, которые 150 лет назад считались как бы предрассудками. And then with people such as Freud and Jung, we started to have a new science, the science of psychology and psychiatry. А потом с помощью таких людей, как Фрейд и Юнг, у нас появилась новая наука, такая как психология, психиатрия. And there are many aspects of feng shui which cannot be explained in old scientific terms. И есть много аспектов фэн-шуй, которые невозможно объяснить в древних фэн-шуйских терминах. But can be explained in psychological terms. Но их можно объяснить в психологической терминологии. I'm in a wonderful position here. I'm in a wonderful position sitting here. Я на самом деле нахожусь в прекрасном положении здесь, сидя здесь. I have my back to the wall. Потому что я спиной сижу к стене. There's nobody behind me. Никто у меня за спиной не стоит. If someone comes in the room unexpectedly, если кто-то приходит сюда в комнату, я его сразу вижу и могу ждать, что он придет. Поздороваться с ним могу. It doesn't worry me. И меня это не волнует. But if I was facing all the people in the front row, но если бы я смотрел на всех людей вот только на первом ряду, they may say, "Who's that just come in?" И я спросил бы вас, людей с первого ряда, кто только что вошел? So I'm here, I'm in a strong position. Я сижу здесь, я нахожусь в сильном положении. There are the windows, there are the doors. Там окно, там дверь. There are you. И я могу обращаться к вам. That's feng shui. Это и есть фэн-шуй. It's also common sense. Это также и здравый смысл. So it's another aspect of common. И есть другой аспект здравого смысла. I just want to finish off with one or two interesting things in astronomy itself. Я хочу закончить с парой интересных вещей касательно астрономии. There are 12 moons in a year. В году 12 лун. The planet Jupiter takes 12 years to go around the sun. И Юпитер обращается вокруг Солнца также за 12 лет. Most amazingly of all, и самое удивительное из всего, the moon is 400 times smaller than the sun. Что Луна в 400 раз меньше в диаметре, чем Солнце. It's also 400 times nearer. И также она в 400 раз ближе, чем Солнце по отношению к Земле. If it wasn't for this extraordinary coincidence, и если бы не случилось вот такое удивительное совпадение, there are many aspects of modern science that couldn't be proved. Тогда множество аспектов современной науки невозможно было бы доказать. 200,000 years ago, 200 тысяч лет назад, maybe a bit more, millions, может быть, немножко побольше, миллион, when the dinosaurs were jumping about, когда вокруг прыгали динозавры, they would never have seen an eclipse. Невозможно, динозавры никогда не видели затмений. It didn't exist. Потому что их не существовало. In the future, the eclipses will no longer be possible.
И в будущем когда-то множество затмений, опять же, невозможны будут. Because as the moon gets closer to the earth, the possibilities of a total eclipse don't exist. Потому что когда Луна приблизится к Земле, то также возможность затмений исчезнет. Maybe that was planned. Может быть, это все было запланировано. Okay, so Saturn takes 28 years to go round. Сатурн обращается вокруг Солнца за 28 земных лет. There are 28 days in a lunation. И в лунном месяце 28 дней. All very scientific. То есть все очень научно. The Tai Sui, which is the god of the calendar. И Тайсуй, который... And I just want to finish with one other strange astronomical fact, which is a recent discovery. создает календарь, и это один астрономический факт. Sorry, It's a recent discovery. Недавнее некоторое открытие. Now, you will all, if you're familiar with the animals, you will be familiar with the relationships, the good relationships, which make a triangle between the animals. Если знакомы с циклом животных, то вы должны быть знакомы и с треугольниками, треугольниками друзей животных. And what has recently been discovered И недавно было обнаружено, is the planet Jupiter, что планета Юпитер, which is the opposite of the Tai Sui, которая находится в небе напротив Тайсуя, has two groups of asteroids following it, у нее есть две группы астероидов, которые следуют за ней. and these are all arranged in the, they're all arranged in the 120-degree aspect with Jupiter. И они все движутся как бы на 120 градусов относительно друг друга. Under Jupiter. Jupiter is here. То есть астероиды расположены вот такой в треугольнике с углом 120 градусов, да? So this is a natural phenomenon which is related to the relationships between the 12 animals. То есть это естественное такое явление, которое стоит за вот этой дружбой трех животных. То есть Юпитер находится внизу, в левом нижнем углу, соответственно, напротив него Тайсуй, а вот две группы астероидов, которые здесь внизу и там слева, они находятся, соответственно, по углам треугольника. Well, I'm running out of time. И у нас уже заканчивается время. Here's our lucky rabbit for this year. Здесь наш счастливый кролик этого года. And whether we're doing our fortune telling or other things, these are things which cannot be explained by scientific terms. И есть, когда мы делаем какие-то наши предсказания удачи или другие вещи, это вещи, которые невозможно объяснить в научных терминах. But they may be explained by the psychological terms. Но они могут быть объяснены в психологических терминах. Science still has a lot to explain. Науке предстоит еще много чего объяснить. No matter how wonderful our mathematics, Неважно, насколько хороша математика, we don't know what is the square root of -1. мы не знаем, что является квадратным корнем из минус единицы. And as for black holes, Или что касается черной дыры, what was there before the Big Bang? или что было до Большого взрыва, We don't know. мы не знаем. I leave myself in the hands of this man here, Niels Bohr. Sorry, is you? Niels Bohr. Yeah. Niels Bohr. Bohr. Yeah. Это Нильс Бор. What's the man you said? This is a scientist. Это вот ученый Нильс Бор. Excuse me. He's had a horseshoe on his door. У него на двери висела подкова. And someone said, "You're a scientist, a physicist. И кто-то сказал, ты же ученый или физик. Why do you have a horseshoe on your door? Почему у тебя на двери висит подкова? Surely you don't believe in such things." Ты, конечно же, не веришь в такого рода штуки. He said, "No, I don't believe in it. Он сказал, да, я не верю. But it works in any case." Но это работает. Thank you very much. Спасибо большое.